Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный десерт из шоколада без выпечки. Здесь 20 граммов быстрорастворимого желатина, я заливаю 100 граммов молока и оставляю на минуту, чтобы желатин набух. Дальше берем натуральный шоколад, я взяла с содержанием какао-продуктов 58%, можно взять даже черный с более высоким содержанием какао-продуктов, и его теперь нужно измельчить. Всего здесь у меня 170 граммов шоколада. Обязательно берите хороший проверенный шоколад, чтобы у вас он хорошо растопился и десерт получился. Когда желатин набух, его нужно растопить. Я просто ставлю его в горячую воду и оставляю так на 5 минут. Он прекрасно расходится. Желатин можно растопить в микроволновке или же нагреть его, но ни в коем случае не допускайте кипения, иначе желатин теряет свои желирующие свойства. Здесь у меня 250 граммов молока и 250 граммов сливок. Сливки у меня жирностью 10%. Можно использовать более жирные сливки. Чем жирнее сливки, тем более сливочный вкус будет у десерта и более бархатистая текстура. Я использую маложирные сливки и молоко, чтобы десерт все-таки был не таким жирным. Нагреваем сливки и молоко до горячего состояния, но не кипятим. Засыпаем шоколад в горячие сливки и ждем, пока он растворится. Подождали буквально минуту и перемешиваем. Как видите, шоколад очень хорошо растопился, растаял в горячих сливках. Вы можете по вкусу попробовать и добавить сюда сахар. Я не буду добавлять, меня и так все устраивает. Желатин полностью разошелся, и теперь через сито я добавляю его к шоколадной смеси. Это делается для того, чтобы не попали крупинки нерастворившегося желатина. Подготовим форму. Вы можете взять абсолютно любую форму. Конечно, проще доставать десерт из силиконовой формы. Если вы будете использовать железную или керамическую, то лучше ее выстелить пищевой пленкой. Силиконовую форму я смазываю тонким слоем растительного масла, чтобы было легко достать десерт. Перемешали хорошо шоколадную панакоту, чтобы десерт был абсолютно однородным. И заливаем ее в форму. Сверху можно накрыть пищевой пленкой, чтобы десерт не впитывал никакие посторонние запахи. И оставляю его при комнатной температуре, чтобы он полностью остыл. И потом ставлю в холодильник часа на 3, чтобы он полностью стабилизировался. Смотрите, прошло приблизительно 4 часа. Десерт уже хорошо застыл. Отлично отходит от силиконовой формы. Теперь будем его доставать. И переворачиваю форму на блюдо. Теперь снимаю силиконовую форму. Чик. Вышел. Смотрите, какой прикольный. Непосредственно перед подачей десерта посыпаем его какао. Можно украсить тертым шоколадом или фруктами. Можно взбитыми сливками, получится вообще очень вкусно. Сверху малиной. Вот такой вот красивый получается бархатистый десерт благодаря какао. И давайте отрежем кусочек. Чик. Вот такой мы с вами приготовили итальянский десерт, который называется панакота. Честно вам скажу, что я уже готовила этот десерт, он нам очень сильно понравился, он похож чем-то на мороженое, такой шоколадный мусс, нежный, не приторно-сладкий, с отчетливым вкусом шоколада, сливочный такой, очень-очень приятный. В летнее время то, что нужно. Еще можно подать со взбитыми сливками, с фруктами. Будет просто незабываемый десерт на любой праздник. Я же с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы приготовите и тоже будете в таком же восторге, как и мы. Всем пока. До новых вкусных рецептов.